Что-то Зина-то подусохла. Я не Зина, я джедай. Только маленький совсем. Йода, что ли? Привет, друзья! Вы на канале русского сумасшедшего пилота. И сегодня снова поговорим о дронах. Хотя в летний период видео про квадрокоптеры могут выходить немного реже, потому что помимо них, ввиду своих увлечений и работы, на канале я касаюсь темы и парапланеризма, и СЛА, и наших околопарапланерных, и не только путешествий по просторам нашей необъятной родины и ближнего зарубежья. Поэтому не забываем подписаться, если вы до сих пор этого еще не сделали. А сегодня, чтобы быть до конца честным со своими подписчиками, в первую очередь я хочу попрощаться со своим любимым квадрокоптером Hapsan Zina 2+. Во-вторых, расскажу вам, за каким лешим через пару недель я собираюсь в солнечный Казахстан. И в-третьих, объясню вам, зачем помимо Autel Evo 2 Pro, который в принципе перекрывает все мои потребности по съемке на текущий момент, я обзавелся этим маленьким Бэби Йодой. Ну что же, погнали! Hapsan Zina 2+, это мой первый квадрокоптер, который я разбил при первом же своем полете. И закончилось это все ударом об нагромождение каких-то школьных ворот хоккейных, и дрон упал. И который послужил толчком для создания этого канала. Первый видос, который вышел именно на эту тему, о том, как я его расфигачил, был корявый, неказистый, местами собравший огромное количество дизлайков. Но, тем не менее, он был правдивый, как и все видео на этом канале. Поэтому удалять я его не стал, и при желании вы можете посмотреть его, вот уже подсказка на него вылезла сверху, наверное. Так что же случилось с Зиной? Зина верой и правдой прослужил мне почти 4 года. Он побывал с нами во многих интересных и красивых поездках, также сгонял с нами в Турцию, при этом не был там арестован. Но в итоге за это время, несмотря на небольшое количество циклов заряда-разряда его аккумуляторов, они пришли в полную негодность, и подошел вопрос об их замене. Победитель прошлого батла Hapsan Zina 2+. Попробуем, на что он способен сейчас. О, что-то плохо у него все. Батарейка уже не алё. Для тестовой замены на одном из аккумуляторов я заказал банки на AliExpress, но в связи с высокой загруженностью в весенне-летний сезон поменять их так и не удосужился. А учитывая то, что на канале засветилась тема FPV квадрокоптеров, вот она химера, мечта. И два больших дрона в семье – это перебор. Я все же принял волевое решение и продал его. Надеюсь, он попал в хорошие руки и сейчас продолжает летать и доставлять радость своему новому владельцу. Теперь, что касается Казахстана. В Казахстан я собрался в первую очередь на соревнования. Парапланерные соревнования, открытый чемпионат Казахстана. На них уже зарегистрировалось почти 150 участников. И, как всегда, я жду от Казахстана гостеприимства и теплых объятий друзей, которых я давно не видел. Во-вторых, это маленький семейный отпуск, потому что дорога это не близкая, расстояние около 3000 километров от Красноярска, и по дороге будет много интересных, красивых мест, про которые я постараюсь вам рассказать. Но чтобы не быть голословным, я бы хотел не только рассказать вам о нашей поездке, но и показать ее. Изначально я планировал взять с собой дрон Autel Evo 2 Pro, но, пообщавшись с друзьями из Казахстана, они убедили меня, что вести такой большой дрон, который засветился уже во многих интересных местах и может быть воспринят как товары двойного назначения, как на нашей таможне, так и на казахской, от этой мысли мне пришлось отказаться. И на вырученные с продажи Autel Zina 2 Pro деньги, немножко добавив, я в конечном итоге обзавелся этим малышом. Я думаю, ни для кого не секрет, и многие знают прекрасно этот дрон, это DJI Mini 2. Недорогое решение, которое может позволить вам получить хорошие кадры как на фото, так и на видео. Но поскольку я только приобрел его, и, возможно, мне придется еще чему-то многому научиться, то, возможно, мои кадры будут не такими хорошими, как с Autel.
Хотя, думаю, он меня не подведет. Но отсутствие датчиков, конечно, слегка напрягает, потому что я привык летать безопасно, и я привык летать в таких условиях, в которых я знаю, что даже если я улетел далеко и подлетел к каким-то интересным местам, он не врежется в какие-то стены, скалы и своевременно мне об этом просигнализирует. Но на этот случай у меня есть опыт, который я приобрел при полетах на Хапсан Zina 2+, потому что он точно такой же, как и этот малыш. Он совершенно был без датчиков, и летать на нем надо было предельно осторожно, особенно вблизи предметов, препятствий, там, для того, чтобы не размазать его об стены, деревья и скалы. О результатах съемок расскажу чуть позже, хотя, в принципе, первые впечатления у меня тоже остались самые положительные. Конечно, во многих ситуациях этот малыш не сможет заменить этого рыжего красавца, потому что и по ветроустойчивости, и по дальности полета, и по качеству съемки, особенно в ночное время, конечно же, он сильно уступает дрону Autel Evo 2 Pro, как и другим своим более профессиональным товарищам, типа Mavic 3 там и прочего. Но при должном умении и сноровке, я думаю, хорошие кадры обязательно будут. А на этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски, потому что здесь вы расширите свои познания как в квадрокоптерах, так и в парапланеризме. Я уже боюсь, мамочка! И обязательно узнаете что-то новое из наших увлекательных путешествий. Ну, я надеюсь. Я чуть не обо***ался. Нет, это надо вырезать. А на этом все. До новых встреч. Пока. Ой, пипец!